Недалеко от маленькой деревни, где жили простые и доброжелательные люди, простирались бескрайние леса. В один из солнечных дней, когда все казалось таким же обыденным и спокойным, медведь решил прогуляться по своим привычным тропам. Проходя мимо зарослей кустарника, он нашел маленького человеческого младенца. Медведь, испытывая страх и странные чувства только что обнаруженного детеныша, начал громко рычать, привлекая внимание жителей деревни. Все, кого достиг звук его могучего рева, испугались и быстро собрались поблизости, чтобы увидеть, что же там происходит. Лесник Андрей, работавший в этом лесу уже много лет, услышал этот громкий зов. Зная, что медведи могут быть опасными, он решил подойти к месту происшествия с осторожностью. На дороге Андрей увидел медведя, который грыз маленькую люльку с младенцем. Страх и обеспокоенность охватили сердце лесника. Он понял, что ситуация требует немедленного решения. Сильным и решительным движением Андрей нажал на курок ружья, беспокоясь, что медведь что-то сделает с младенцем. Он отнял младенца у медведя и положил его в люльку. С сердцем, колотившимся от волнения, Андрей решил отнести младенца в деревню. Ему было очень любопытно, как такое возможно, чтобы новорожденный человек находился в лесу среди медведей. Он был готов разобраться в этом странном и пугающем событии. По возвращении в деревню Андрей сразу обратился в полицию и местную больницу. Младенца передали в заботливые руки врачей, а Андрей начал рассказывать о своих удивительных приключениях. История о медведе, маленьком младенце и его странном обнаружении повлекла большой интерес и беспокойство среди жителей деревни. Вскоре полиция приступила к расследованию. Она стремилась найти ответственных за этот ужасный преступный акт. Спустя несколько дней за тщательными расследованиями полиция смогла найти и арестовать родителей младенца. Они были посажены за решетку, ведь только жизнь вместо леса могла исправить такую криминальную неправду. В это время врачи в больнице заботились о маленьком ребенке. Они заботились о его здоровье и благополучии, пока полиция не приняла окончательное решение по его дальнейшей судьбе. Жители деревни, узнав о решении полиции, были одержимы желанием удочерить этого особенного ребенка. Когда же полиция наконец дала согласие на устройство малыша в приемную семью, есть добрые и щедрые жители, которые приняли его в свою любящую семью. Малыш нашел новых родителей, которые дарили ему любовь и заботу, которых он никогда не мог себе представить. Все жители и Андрей помнили о медведе, который нашел младенца и спас от гибели. Но Андрею обидно до слез, что пришлось применить оружие из-за страха. Несмотря на страшные обстоятельства, маленький ребенок смог найти свое счастье и свою семью благодаря заботе, доброте и воле жителей деревни. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк. А также подписывайтесь на канал, где наши истории выходят каждый день.